Привет, друзья! Сегодня мы хотим поделиться с вами нашим незабываемым семейным путешествием по России. Мы – это семья из 4 человек. Мама, папа и 2 сына. Наша родина – Амурская область. В этом путешествии мы использовали все возможные виды транспорта – машину, самолет, поезд и даже корабль. И посетили множество городов – Хабаровск, Москву, Севастополь, Алушту, Ялту и Анапу. Мы увидели много достопримечательностей, исторических и природных памятников. Это было удивительное приключение, которое оставило в нашей памяти незабываемые впечатления. И сегодня мы хотим рассказать вам о самых ярких моментах нашего путешествия. Присоединяйтесь к нам, и вы узнаете, как можно интересно и увлекательно провести время всей семьей. Погнали! Мама нас провожает. За время поездки в обе стороны мы проехали, пролетели и прошли 20 тысяч километров и ничуть не пожалели. Путешествуйте по России, изучайте ее историю, дивитесь ее красотой. Ведь это лучшее место на Земле. Хотим немного похвалиться. Этот 3-минутный ролик вошел в число призеров на конкурсе «Семейные путешествия», организованный национальными проектами России с выдачей нам сертификата участника. Ну, а теперь перейдем непосредственно к нашему путешествию. После нашего путешествия по России мы вернулись домой с огромным количеством видео и фотографий. Более 354 гигабайт. Нам так хотелось поделиться с вами всеми этими удивительными моментами, что мы решили сделать несколько отдельных сюжетов, а уже потом смонтировать итоговый фильм. Наш фильм получился интерактивным. В нем есть множество гиперссылок на другие видео, которые мы объединили в один плейлист под общим названием «Айда по России». Во время просмотра на экране будет появляться значки дополнительной информации, которая поможет вам узнать больше о том или ином месте. Более подробное видео, точные координаты, панорамные фотографии с Яндекс.Панорам или что-то еще. Давайте подробнее рассмотрим эти значки. Видео о данном месте. Есть отдельное, более подробное видео, посвященное этому месту. Фотопанорама. Можно увидеть фото этого места в виде панорамного изображения. Координаты. Информация о точном местоположении в системе What3Word. Если вы увидите один из этих значков в левом нижнем углу экрана, это значит, что в описании к видео есть ссылка на дополнительный ресурс, который может быть вам полезен. Детки, просыпаемся уже. Просыпаемся, мои красавчики. Время пришло к грандиозному событию. Да прям. Да прям. Время 5 часов 23 минуты. Эх, все, давайте посидим, помолчим на дорожку.
Погнали? В левом нижнем углу экрана вы можете наблюдать точные координаты места, о котором сейчас рассказывается в сюжете. Погода супер отличная. Координаты в системе What 3 Words. О Провожает том, как кошара. пользоваться этой системой, смотрите по ссылке в описании к видео. Провожает еще что? Воин, да? Воин, пока-пока. Покормили мы его сегодня. Обычно не кормим. Никогда. На 20 дней покормили, да, вперед? Да. Камера у нас наверху висит. Тоже с прямым эфиром, можно сказать. Будем периодически общаться. Что это мама у нас застряла? Собиралась долго, что-то забыла? Короче, я посчитал, больше 20 тысяч километров у нас туда-обратно. Че, очки-то заляпанные? Подожди, подожди. Обняться, 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 обняться. Мне вполне верится. Я так долго ждала этого. Да что ты такое говоришь? Прям так долго ждал он этого события. Так, ну сразу можно сделать первую нашу игру, которая называется, что у нас? Ну, как называется? Ури, что случилось, Ури? Произошла непредвиденная поломка связи. Ури на связь называется. Мы сделаем. Сейчас мы выходим на частоте 433 500. И сейчас, если кто-то ответит нам, трасса Travel на связи, значит, соответственно, он будет победителем. А если не выйдет, то никого нету. 433 500. Ури на связь. Ури на связь. Ну, конечно, вряд ли кто-то это сделает, потому что мы только начали эту игру и только вчера это опубликовали. Вот, ну и не будет победителей, мы сэкономим денежки, да? Ну нет, Я выйду на связь. не надо. Там написано, что родственники не играют, я поэтому специально. Короче, в следующий раз на стриме мы выйдем в эфир. Подсказка. Возле Стеллы Москва, Владивосток, возле Новобурейска. Очень много всего у нас тут надо подготовить, прежде чем поехать. Но зато у нас все будет сделано, записано и сохранено. Все, геолокация тоже пошла. Для того, чтобы вы тоже поиграли с нами игру. Какую? Поймай, если сможешь. Следите за нами. Вот они, первые метры пошли. Хоть они и в гараже, но все равно это первые метры. Так, мама нас провожает. Мы уже неоднократно путешествовали по участку дороги Благовещенск, Хабаровск и хорошо его изучили. В наших предыдущих видео мы подробно описывали и показывали этот маршрут. Не будем повторяться, а остановимся на самых важных моментах. Протяженность маршрута 690 километров. Расход топлива в одну сторону 69 литров. В денежном выражении по состоянию на 2024 год это стоило 3742 рубля. Расстояние от места старта до ключевых объектов. Райчихинская ГРЭС – 176 километров. Поворот на федеральную трассу – 197 километров. Стелла Москва, Владивосток – 200 километров. АЗС ННК на перекрестке на Архару – 248 километров. Граница с Яо – 325 километров. Кафе у Коляна – 490 километров. Хабаровский мост через реку Амур – 679 километров.
Прибыл наш экипаж на Стеллу Москва-Владивосток. Знаковое место на нашем пути. Первое знаковое место, которое все посещают, потому что это действительно интересное такое местоположение. Все останавливаются, как вы все видите. Дальнобойщики, недальнобойщики, другие путешественники. Потому что это очень даже приметный знак. Вот. Здесь мы сделаем первый QR-код для нашей игры. Мы скинем координаты в нашу группу Telegram, где вы там должны быть подписаны, для того, чтобы хорошо, нормально сыграть в это дело. Пойдем, сына. Держи. Нужно сфотографироваться на фоне нашего QR-кода. И если вы хотите еще в разные игры поиграть, не забывайте, что нужно посмотреть инструкцию. Инструкцию нужно глянуть на нашем канале. Вообще откройте плейлист и подпишитесь на плейлист, который называется «Айда по России». Там все подробно будет, какие игры проходят ежедневно, ежечасно. И вот мы сейчас непосредственно прямо сейчас делаем очередную игру. Как мы обещали, выйдем на Стелле Москва-Владивосток и попробуем поймать на частоте 433-500 МГц. Вдруг кто-нибудь сыграет с нами в игру «Ури на связь». Условия, опять же, смотрите в инструкции в выпуске номер 4 «Айда по России». Смотрите на нашем, опять же, плейлисте, еще раз повторюсь. Ури на связь. Ури на связь. Ури на связь. Ури на связь. Выходили на связь 10 часов 10 минут. Уже 11 минут. Еще раз. Ури на связь. 1 числа, понедельник, никто на связь не вышел. Мы не отчаиваемся. Следующий выход. Опять же, не забывайте, что мы постоянно транслируем свои передачи геоданных в нашей телеграм-канале. Телеграм-группе, которая называется Трасса Travel. И вот здесь у нас есть такая тема, которая называется геолокация. Мы, получается, постоянно транслируем, где мы находимся. Поэтому всегда нас можно отследить. И следующий выход на связь в игре «Ури на связь» мы выйдем на перекрестке на Архару возле заправки ННК. Поэтому кто хочет, кто увидит запись, пожалуйста, пробуйте. Мы будем периодически это все дело оповещать. Стоим в пробке. Как оказалось, на федеральной трассе бывают тоже пробки, как ни странно. А водов тут, конечно, караул. А вот что-то пробка и рассосалась. Строят что-то тут дороги непонятные какие-то. Вроде была всегда здесь хорошая дорога, нет, что-то стали опять прокладывать новые. Пришлось включать кондиционер, закрывать окна, потому что пару оводов тут залетело и пытаются сейчас грызть нас тут. У нас, как всегда, традиционное пиво, которое мы пьем, выезжая на федеральную трассу. Уже этой традиции несколько тысяч лет, поэтому мы несколько тысяч лет, и мы ее неукоснительно соблюдаем. Что-то строят. Был уже нормальный асфальт. Что тут случилось-то? Очередное знаковое место. Заправка, как вы видите, Чита-Хабаровск. Написано прям адрес. 1734 километр. Вообще мы от
Грибского проехали 249 километров, 250 километров. Что в принципе соответствует вот всем вот этим нашим разработкам. Вот. Давайте вот, допустим, проверим. Смотрим. Это надолго. Так, Стелла. Так, 200 километров, понятно. Граница с Амурской областью. Так, где-то у нас будет, посмотрим. Смысл в том, что здесь, на этой заправке, мы всегда заправляемся до полного бака. И нам тогда хватает полностью до Хабаровска. Вот. Почему? Потому что сейчас скоро будет еврейская автономная область. А там бензин в разы дороже. Вот, поэтому мы как бы не очень любим заправляться в еврейской области, потому что там, во-первых, всегда постоянная проблема как с бензином, я имею в виду по цене, так и с камерами, с треногами. Там все люди любят с треногами ходить, и у них прям какая-то мания величия в этом плане. Так, да, вот видите, 248 километров. Я сказал сколько? 249. Ну, на 1 километр там плюс-минус ошиблись, да? Вот. И стоит специальная пометочка: заправка до полного бака. Следующее наше будет интересное знаковое место. Это граница с еврейской автономной областью. До нее 325 километров. Осталось немножко. И мы там сделаем кое-какую игрульку еще. Вот. Новую. Ну, первый приз нашей игры, который называется «Бутылочный банкомат», мы решили устроить на границе Амурской области и еврейской автономной. Для ориентирования река Хинган, фирменная бутылочка, даже с подписью «Подарок» внутри. Мы ее ложим вот как раз, где река Хинган. Ложи, малышок. Вот так вот камушками обложили, для того, чтобы просто не сдуло ветром. Вот так вот это будет выглядеть. Подарок внутри. Ну, надеюсь, кто-то найдет. Для того, чтобы получить подарок, вам нужно будет опубликовать видео, что вы находитесь на этом месте, достали из бутылки подарок, и прислать нам, сообщить, какой подарок вам достался. Подъезжаем мы к очередному знаковому месту. Кафе, которое называется У Коляна. Ну, это все знают, это кафе по трассе. Одно из лучших кафешек. Не реклама, просто рекомендуем, что нужно тут останавливаться и кушать. Вот уже и значки. 500 метров до этого кафе осталось. Ну и как показатель всегда говорят, если куча дальнобойщиков стоит возле кафе, значит кафе хорошее. Ну, это одна из примет таких, да. Ну, в данном случае тут работает 100%, это вся беда. Вот мы подъезжаем. Хорошая тут большая площадочка перед кафешкой. Единственное, что не заасфальтировано, но это уже нюансы. Вот, справа мы видим туалеты, по-моему, номера тут какие-то есть, я не буду точно говорить, но вроде есть тут где переночевать. Вот, наверху там прачечная, душ, да, вон места отдыха точно есть. И вот само кафе, прямо там шиномонтаж и так далее, так далее. Ну, рекламу я вам, конечно, сделал, переводите мне бабосы. Так, и вот впереди мы видим, да, смотрим, кучища наклеек, и куда-то сюда мы тут спрячем, запрячем свой QR-код где-то здесь вот на этой вот двери. Так что будьте внимательны и ищите. Так, ну, очередной наш QR-код. Давайте посмотрим. Да,
Узнаете свои, кто тут проезжал когда-нибудь, да? Так, ну давайте смотреть, где место. Вот, давайте, наверное, не сильно, или сильно. Вот, давайте сбоку. Вот и места есть. Вот они места есть. Давайте вот сюда. Вот сюда поставим. Вот так вот. Теперь мы тоже тут отметились. Трасса Travel. Ну, как всегда, берем супчик, потому что жиденькое надо есть, особенно в дороге. Есть что-нибудь из мяса? Котлетка с пюрешкой, да? Так, малышок у нас там тоже получается. Супчик, борщик. А мама у нас решила просто чай попить. Но сейчас дождемся, когда они придут. Узнаем, сколько цена вопроса на четверых покушать. 705 рублей? Ну вот это все 705 рублей. Ну да, подорожало маленечко, конечно, по сравнению с прошлыми годами. Ну, а что у нас не дорожает? В общем, выяснили, у нас чай стоит 50 рублей с лимоном, так же как и морс. Вот, борщ стоит 120 рублей. Блинчики мы не знаем, сколько стоят. Ну и понятно, что там все есть. Котлета там тоже, грубо говоря, 100, там 20, там и гарнир там тоже непонятно сколько. Вот. Ну, короче, борщ-то вроде как бы не совсем дорогой, но все вместе вышло 705 рублей. О, умывальник. И традиционная игрушка Ури на связь. Ури на связь. Ури на связь. Ну, тишина. Пока тишина. В следующий раз уже выйдем на связь в Хабаровске. Пересекли городскую линию Хабаровска мы в 17 часов 51 минуту. В этот раз мы не планировали никаких мероприятий в краевой столице. Наш рулевой обоза Иван Демидов. Мы провели ночь у родственников и рано утром отправились в аэропорт. Понаделали, да, въездов? Ну, какого хрена? Я обычно он там вот встал, машину Ну. бесплатно поставил мне. Тут что-то там шлагбаум, здесь шлагбаум. Да. Въезд только с чистыми номерами. Да. Жесть какая-то. Дают карточку. На ней определенное время стоит. Бесплатное. Лучше, если больше этого времени, то сразу бесплатно. Да. Ох ты, ёшкин, матрешкин. Карточки время было?
Не- сколько. Да. То же самое, что вот тот джип подрезанный. Ага. Так, выскакиваем. Опа-на. Открывайте ворота. Все. Хватаем свои рюкзаки. Так, мама сама свою сумку берет, она любит. Мама. Нет. Все взяли? Вроде. Так, ну все, мы в Хабаровском аэропорту. 5603, вылетающий по маршруту Хабаровск, Владивосток. Пассажиры, прошедшие регистрацию билетов, приглашаются на посадку. Держи. Теперь разобраться надо, где что. Распечатываем посадочный талон. Так, я так понимаю, через этот QR-код, да? Да, приложите телефон к сканеру. Все, пошел второй. А это мой, Сергей. Это мой. Вот он мой посадочный талончик. 2 июля, 10 время. Прилета в 9:40. Не? Ты посмотри оборот. А что там на обороте? Вопросов нет. С нами произошел запоминающийся случай в аэропорту. Мы чуть не опоздали на самолет. Это было особенно волнительно, ведь мы еще ни разу не летали с семьей. Из воспоминаний о более ранних полетах я знал, что диктор объявляет не только регистрацию на рейс, но и посадку. Однако теперь посадка объявляется только в зале ожидания, куда мы попали далеко не сразу. Регистрация уже закончилась. Не убирайте трап. Рейс 330. 2 пассажира первого класса бегут на посадку. В итоге мы буквально успели заскочить в последний вагон. Что? Готов к полету? Подожди, сейчас. Подожди.
Слушайте, я уже одну съела. Ой, что-то с ушами начинается. Ага. Смотри, какой поворот у нас. Я сглотнула и сразу у меня открыла уши. Слушаем музычку. Ее нормально будет. Плоховато играть, потому что это не очень хорошо слушается этот LCD экран. Тачскрин, короче, не работает нормально. Можно только музыку смотреть, ну так с комфортом, либо фильмы какие-нибудь. Короче, сейчас мы что-нибудь повыбираем, будем смотреть. А Гордейки не подарили, потому что ему уже 12. Покажите свои подарки. Малышок. Маленькому мальчику подарили подарки. Да. Пролез. Очень неудобно, капец, ходить, конечно. Я ж пристегнутый, думаю, что не могу встать. Приподнимайте, сейчас выскочу. На фуражку мою подними, пожалуйста. Сейчас проводницу дождемся, уточним, где туалет. По-моему, он вот здесь. Нет, это пеленальная. Что это? Как-то интересно меня чего. Ты тоже, что ли, собралась? Для всех. Будешь прыгать? Я не помню, но вот это вот, по-моему, пеленальная, если какая-то комната, да? Принесли первые напитки. Сына у нас взял спрайт. Вот. А я взял красного вина. Ну как же без алкоголя на борту? Вот. Хорошее настроение, высокий полет, красивые виды. Надо все это дело усугубить. Пьем винца, смотрим фильмы. Все идет хорошо. Вон пожары в лесу. Видите, сколько дыма. Ну, я как пожарный наблюдаю только за этим. Видите, еще один пожар, очаг. Достаточно не маленький, учитывая, что мы на высоте 10 километров. Якутия. Наш полет успешно продолжается. Красивые виды есть, большие речки. Вот. Слева по борту у нас сейчас приблизительно где-то плюс-минус несколько сот километров находится озеро Байкал. Якутию, короче, пролетели, Забайкалье. Смотрите, какие высокие облака, да? Кучевые. Красотища, конечно. Принесли нам уже покушать. Мы заказали говядину с рисом. Короче, пирожок. Пирожное. Рыжик называется. Вот. Хлебушек. Булочка лётная. Салатик тут какой-то. Закуска рыбная. Сырок, масло. Ну, прикольно. О, видал? Вон оно что. Где очень сильная облачность на пути. Сказали, пристегнуть ремни. Ожидается сильная турбулентность. Вот поржем, да? Ну, покушать успели практически. Еще, правда, кофейку не выпили, но тем не менее. Ну, если не услышали, сказать горячие напитки. После того, как пройдем повышенную турбулентность. О, да, действительно заходим, ага. Вступили к снижению. Сети почти с 11 метров уже спустились до 9. Док, да? Красиво смотрится. Ой, впереди тучи большие. Остается 7 минут до приземления типа. И высота 1600. Болтаночка небольшая, потому что в тучках идем. Уже машинки различаются на дороге. Лодочки отдыхающие. Опускаемся. Красота. Вот красота, да? А вот какая красота прыжка. Да, лодочки. Еще поворот. Метра. Еще поворот. Сейчас семерки высота. Опускаются как закрылочки. Чуть-чуть осталось. Высота 313. Держимся. Ну что, дамы и господа, добро пожаловать в город-герой Москва. Совершили мы посадочку. Господа, добро пожаловать в Москву. Наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина. Терминал прибытия Б. Спасибо, до свидания. Всего доброго дня, так держите за руку. Ага, да. Ого, смотри, турбина какая. Цена.